Здравствуйте, меня зовут Морган Линч, я из Нью-Хэмпшира, очень маленький город, штат в США. Я учитель русского языка и испанского языка, да, в школе тут. И это просто моя жизнь — это быть учителем и как развлекаться с студентами и учить язык. Ну, я не знаю, я такой. Помнишь свой самый первый урок по русскому языку? О, боже, да. Вот как раз. Да, это было как чудесно, как очень красиво. В России обожаю. Но я бы сказал, что просто говорить с русскими людьми, это самое важное для меня. И эти вещи как лучше, чем видеть Байкал. Я хочу рассказать тоже для наших зрителей, что Морган учился у меня лет 5 назад примерно, да, в 2016 Мне кажется, году. что Да. В 2016 году в Москве это были летние интенсивные курсы для студентов американских университетов. И уже тогда, 5 лет назад, Морган довольно свободно говорил на русском. То есть мы уже на довольно продвинутом уровне мы были. Так что к тому моменту ты уже несколько лет, да, учил русский? Да, в этом моменте я думаю, что мне уже 3 года занимался русским. Да, но давай немножко вернемся еще назад. Помнишь свой самый первый урок по русскому языку? О, боже, да. 8 часов утра, я там в классе, и моя преподавательница входила и мне говорит, как: «Добрый день, что это?» Это вот начало, я как: «О, боже мой, что сделал?» Что происходит, да, вообще? Ну да. Для меня было первый раз, когда я даже услышал русский в жизни. Я нигде невозможно видеть или слышать русский, как в Нью-Хэмпшире нормально. И я родился и вырос в городе, очень маленьком городе, в Нью-Хэмпшире, как у нас очень мало языков, очень мало разнообразия. Так что мы просто... Это было интересно для меня, потому что это первый раз в жизни, который, вот это очень сложный и строгий язык, который у нас русский. И вот в тот момент, когда ты учился у меня в 2016-м, это была твоя первая поездка в Россию или уже нет? Да, это была первая поездка. Ага, да. Отлично. И давай сравним вот ожидания и реальность. С какими ты ожиданиями ехал в Россию и что ты на самом деле увидел? Если я правильно понял вопрос, мне было очень странно. Я только что в этом году, я только что сделал курс в Испании. Я тоже занимаюсь испанским языком. Так что я был в Испании 5 месяцев. Так что я уже думал о всех культурных разницах, которые я, как будет, когда я в России, как это, мне кажется, после Испании, после Америки. И, конечно, у нас стереотипы есть, как питание, такие вещи, которые всегда, Какие, кстати, расскажи, вот какие ожидания, какие представления о России, о русских, вот у среднестатистического американца, который не занимается русским языком, там, не был в России никогда, вот какие такие ожидания, представления? Да, конечно, очень важная тема. Мы всегда начинаем мой русский курс в школе с этой темы. И мне это кажется, что много американцев думают, что русские, все пьют водку все это время, не знают, ни о чем не знают, как о чае, как это популярный напиток там. Нет, это... Да, конечно, у вас чай уже, хорошо. Уже готов. Но также как вот эта идея, что русские люди очень холодные, вот такая как замороженное лицо, которое у вас все есть все то время. Это не, конечно, это не реальность. И я помню вот это очень серьезное лицо везде. И мне было
интересно, потому что я много думал об этом, и я знал, что это просто культурная идея. Так что для меня это не было сложно как понимать, окей, это не просто они злые, они нехорошие, это просто, что они недобрые. Это просто, что это их культура, мне надо думать об этом. До этого я никогда не думала, как, например, жить с бабушкой и жить у бабушки в гости. А ты жил у Там, бабушки, да, в Москве, вот как раз? да, это было как чудесно. Ой, такая хорошая женщина, хороший Здорово, человек. тебе повезло. Ам, И я помню, ну, вот это, мне это очень интересно тоже говорить о как педагогике. Она была учительница тоже. Ага. И как она мне говорила, когда ну, конечно, у меня было как столько ошибок всегда, как на русском. И конечно, все знаете, что тоже у меня сейчас много ошибок, но это бывает. Но я помню, как стиль у нее был, который так, нет, так и не надо говорить, правильно надо говорить вот это. И вот этот стиль был очень как иногда хороший, а иногда мне было очень сложно, потому что Мгм. для американцев это очень разный стиль преподавания и как стратегия, или как Ага. стратегия, да? У нас нельзя просто как резить разговор, чтобы как сразу говорить «нет, не надо так и делать». На Востоке, в Питере, конечно, везде на Золотом кольце, еще в Сибири много, Мгм. еще где в Бурятии, там в Аршане. Очень, очень красиво. Ну, в России обожаю Россию. Ой, как приятно, здорово. Да. Какое-нибудь самое яркое впечатление? Понимаю, что трудно выбрать, наверное, но вот что запомнилось? Вот ты вернулся из этой поездки, о чем ты Мгм. рассказывал всем? М, Мне это очень-очень сложный вопрос. Но я бы сказал, что просто говорить с русскими людьми. Это самое важное для меня. Я всегда говорю о людях. И Мгм. вот это то же самое идея, ну, моя бабушка, с кем я жил. А, а, я как, ну, научился думать еще о связях между нами. И как идея, что как у нас идея, что люди самые важные в жизни. И вот это как урок, это идея, что нам надо думать не о языке, не о еде, не о как очень материальные вещи, но мы говорим как общаться, как Мгм. думать о людях, как думать обо всех в жизни, и как у нас, ну, как мы влияем друг друга и так далее. И я бы сказал, что вот я помню эти вещи как лучше, чем как, ну, видеть Байкал. Давай поговорим о преподавании, конечно. Это моя Давай. любимая тема, да, ты уже 2 года преподаешь. Поздравляю. Расскажи, кто твои ученики, студенты, где ты вообще работаешь. Я ничего не знаю, кстати, об этом, поэтому мне очень интересно. Да, конечно. Так что я работаю в Мэйне, я не знаю, знаете ли вы где-то. Мэйн — это штат на востоке США. Ам, Так что я работаю в школе, где я делал мою практику, Мгм. когда я еще учился. И так что мне подарили работу. Я обожаю то, что я делаю. И как вы, когда я думаю о преподавании, я как, ого, я О, готов здорово. говорить бесконечно, как бесконечность. Но ты именно с детьми работаешь, это школа, да, для Ну да, я детей. вроде в школе, да. У меня eighth graders, как то им 13-14 лет, Ой, да, подростки, сложный возраст. ну да, ну да, ну да. Да. Но они все отличные, как молодцы, все Все как молодцы, да? невероятно хорошие, как школьники из-за того, что им интересно. И они влюбились в русским. Они уже как нормально читают, нормально говорят. Это невероятно мне, как вау, ну, это идея, что у них есть интерес. Им интересно. И это все.
Я все делаю, что могу, и большинство работы — это них. Здорово. Слушай, много раз упоминал испанский язык сегодня. Получается, ты и в университете занимался 2 языками, и сейчас продолжаешь заниматься 2 языками. Раскрой секрет, как тебе удается заниматься 2 языками одновременно, как поддерживать оба языка на хорошем уровне. А если секрет есть, вот это не знаю. Просто простите. То есть, возможно, нет секрета. Секрета нету, просто кроме того, что я хочу. Это что-то, которое мне интересно. У меня уровень на испанском, я бы сказал, как гораздо лучше, чем на русском. Я могу как свободно говорить на испанском, как на уровень родной. Для меня эта идея, что после второго языка, у нас, конечно, я свободно говорю по-английски, потому что я родился в США, но после второго языка, после испанского языка, русский был легче. И идея, что нам надо использовать то, что мы уже знаем, и искать эти как связи между языками. Как по-английски мы говорим work smarter, not harder. Надо думать о том, что мы уже знаем, и тоже понимать, что вот этот стресс у меня, это из-за того, что это трудно, это очень как нелегкий процесс. И много раз у нас стресс, это как говорить у меня еще есть стресс говорить с русскоговорящими. Как я всегда думаю, как, боже мой, как они думают обо мне, как... но это очень как неполезный смысл. Это идея, что в конце не важно, как они думают обо мне или о моем языке. Это идея, что я знаю, что я хочу выучить русский язык и думать, как это мне интересно, я обожаю как культуру и все эти фразы. И думать о позитивных вещах, не о стрессе, который у нас, я не знаю это слова. Неважно. Это хорошо. Делай, что можно. Стараться использовать все слова, которые у вас есть, и делать, что можно. А если нет, что-то происходит. Ничего страшного. Да, конечно, ничего страшного, без проблем. Это очень интересно видеть, как культура и язык очень, очень зависят друг от друга. И надо думать о том, что это не просто слова и грамматика, это стиль говорить, это разговорные процессы, которые у нас, и эмоции, которые тоже подходят эти разговоры. Да, абсолютно согласна. Здорово. Спасибо. Ответил вопрос? Я уже не знаю. Ответил. Думаю, ответил, да. Знаете, тоже. Большое спасибо за твои ответы. Было очень интересно тебя послушать. Спасибо, Маш. Спасибо. Пока. Хорошего дня. Пока-пока. До свидания. Хорошего дня.